Вечер добрый, уважаемые коллеги. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times. И я сегодня с вами, Дэн Стрелков. И уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы познакомитесь с комплексным анализом рынка, а также получите доступ к торговым рекомендациям, к чату и, конечно же, к индивидуальному обучению. А комплексный анализ Forex Times включает в себя данные по опционам Чикагской товарной биржи, также волновая теория Эллиотта, также данные толпы брокера Оанда, и через неделю у меня будут уже на руках данные по фьючерсным контрактам Чикагской товарной биржи. Мы полностью с вами со всех сторон, скажем так, будем атаковать торговые инструменты и выбирать наиболее перспективные и зарабатывать вместе профит. Поэтому присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, вы никогда об этом не пожалеете. А сегодня, как всегда, будет три торговых инструмента: евро, золото и франк швейцарский. И, собственно, начиная с евро, сразу прошу вас, коллеги, в комментариях, если у вас есть варианты развития данного торгового инструмента, напишите, пожалуйста, в комментариях, обсудим, потому что я понятия не имею, что происходит с евро вот в данном контексте. Наши американские коллеги пишут просто: первая волна, вторая волна, и мы улетаем, собственно, в космос. Но дело в том, что наши американские коллеги, они берут деньги именно за волновой анализ, и они не могут в своем волновом анализе написать: а мы не понимаем, что это такое. Поэтому пишут они глупость. А почему глупость, я объясню. Почему здесь нету импульса. Давайте с вами попробуем его сюда накрутить. И, конечно же, сразу в глаза бросается визуально, прошу прощения, вот сюда, визуально начальный расширенный диагональный треугольник. Красиво, казалось бы, да. Но, друзья, есть правило конкретное у диагонального расширенного треугольника, а именно: первая волна меньше третьей, третья меньше пятой, вторая меньше четвертой, четвертая в обязательном порядке поглощает максимум первой волны. Все правила здесь есть, кроме одного: третья волна больше пятой. И все. И я, кстати, даже могу это вам доказать. Давайте натянем расширение Фибоначчи, и вы сразу же это сами увидите. Вот, друзья, вы и увидели 100% расширение по Фибоначчи. Волна до этого уровня не дошла. Уровень достаточно еще высоко. Это означает, что третья волна больше пятой. Сюда импульс начального расширенного диагонального треугольника накрутить невозможно. Что же сюда еще можно накрутить в виде импульса? И мой ответ: да ничего больше не накручивается абсолютно. Но самое парадоксальное: если сюда попробовать накрутить, скажем, а что сюда? Например, конечный диагональный треугольник. Вот посмотрите, как можно сделать. Мы можем вот сюда поставить начальный, прошу прощения, не так, вот так, начальный диагональный треугольник волны А. Потом коррекцию в волне Б и конечный диагональный треугольник с усеченной пятой волной. Раз, два, три, 4 и усеченная пятая волна. Красиво, красиво. Но есть проблема в конечных диагональных, это волна С, в конечных диагональных треугольниках волны должны быть зигзагами, а у нас чистый импульс волны 1, чистый импульс волны 2. Да, не подходит. Друзья, сюда не подходит ничего, поэтому прошу вас, умоляю, напишите, пожалуйста, в комментариях, что у нас здесь. Единственное, что мне нравится визуально, это, друзья, треугольник. Треугольник с вероятной отработкой дальше вниз. Первая волна, вторая, третья, четвертая.
и пятая волна вот таким образом, и потом глубокая коррекция. Но вы абсолютно правильно мне скажете, так а что ж вот здесь-то такое? И я скажу, да я понятия не имею, что у нас вот здесь за волна. Поэтому, друзья, рассматриваем, конечно же, по данному торговому инструменту исключительно покупки в направлении первого целевого уровня, это 1.1960. Но на самом деле скопление опционных контрактов call наверху вы видите еще много, и внизу они есть. Но не на таком большом расстоянии от цены, как действительно вот наверху мы это все видим. Вот. Поэтому два варианта развития событий. Либо обновление минимального значения локального цены и после этого рост, либо рост уже сейчас. Но если рост уже сейчас, значит нужно просто принять как сам факт, что здесь у нас импульс. Я этого принять не могу. Здесь нету ни импульса, здесь нет ни коррекции. Единственное, что здесь я вижу наверняка, это импульс, коррекцию и импульс. Все. Больше я здесь ничего не вижу. Более того, вниз у нас здесь коррекция идет. Поэтому я не понимаю, что вообще это такое. Но наши американские коллеги пишут волна 1-2 и полет в космос. Возможно, они правы. Я не буду вам советовать сейчас выставлять отложенный ордер buy stop, стоп-лосс и ловить этот полет в космос, потому что, друзья, еще раз повторюсь, я, конечно, за покупки, но я понятия не имею, что вот это такое. Поэтому мне больше симпатичен вариант с обновлением минимального значения и потом в рост. А теперь, что очень интересно, если мы обратимся к фьючерсному рынку Чикагской товарной биржи, то мы увидим, что столбцов гистограммы здесь практически не видно, а это говорит нам о том, что лучшие из лучших в мире половина покупает и половина продает. Ну как вам? А мы с вами еще пытаемся предположить, что нам делать. Лучшие из лучших не могут определиться, что им на рынке делать сейчас, потому что половина покупает, половина продает. И если мы обратимся к данной по толпе, к данным по толпе брокера Уанда, то мы с вами увидим тоже ситуацию, которая никоим образом не дает нам никаких намеков. У нас убыток продавцов 38%, почти такой же, как убыток покупателей. То есть куда цене идти, непонятно. Более того, вот это лимитные ордера на покупку, да, они практически такие же, 30 и 36%, как лимитные ордера на продажу, друзья. И даже объемы стоп-лоссов у покупателей и продавцов у толпы, они почти одинаковые, 15 и 18%. То есть даже по толпе мы ничего не можем сказать. Поэтому евро сидим на попе ровно и ждем, что тут у нас будет происходить. Золото. А вот здесь момент интересный. Конечно же, я тут опять же исключительно за покупку, но тут я уже за покупку по той простой причине, что профессиональные участники рынка на Чикагской товарной бирже нам напрямую указывают максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам PUT. Это непосредственно ожидание профессионалов по движению рынка, а также чистые опционные контракты на суммы 315 миллионов долларов, 502 миллиона долларов, 768 миллионов долларов и уровни чуть-чуть ниже, миллиард 656 миллионов долларов и 3 миллиарда 32 миллиона долларов. У нас здесь небольшое, скажем так, в кавычках, скопление опционных контрактов call за последние две с половиной недели получило прибавку в районе 5 миллиардов долларов. Я уже вижу, что больше, но неважно, давайте примерно 5 миллиардов долларов, друзья, у нас находится в районе уровня 5480 или 5500, как кому будет интереснее и удобнее. 5500 проще запоминается. Но, есть всегда но. Дело в том, что если мы предполагаем
что мы будем покупать, нам нужно найти импульс. Вот здесь импульса нету, точно так же, как и по евро. Но хотя бы здесь я могу хотя бы натянуть сову на глобус, а именно волна 1 импульсная, волна 2 бегущая плоскость, волна 3 импульсная, волна 4 непонятно что, и нам не хватает пятой импульсной волны. После чего мы должны дождаться коррекции, и только после импульса, который в обязательном порядке должен поглотить минимум волны А, после коррекции выставляем отложенные ордера buy stop. Вот такой план на покупку. Но дело в том, что цена еще может обновить минимальное значение, о чем нам говорят скопление опционных контрактов в put ниже цены. Здесь у нас опционные контракты put выступили как уровень поддержки, но, смотрите, при росте цены профессионалы переписали свои ожидания вниз. И они, видимо, ожидают, что цена еще не закончила падение, а именно раз, два, три, четыре, пять. И вот, друзья, так как я за покупки, то либо мы дождемся пятиволновой структуры, и потом, как я вам только что написал план, после коррекции, импульс коррекции выставляем отложенный ордер, либо цена упадет, и то же самое будем делать снизу. Но, внимание, если у кого-то очень сильно чешутся ручки, и вы обожаете данный торговый инструмент, то можете попробовать продать по той простой причине, что здесь, в принципе, у нас импульс может иметь место быть. А значит, выставляем отложенный ордер sell stop и на окончание коррекции стоп-лосс. Ну, собственно, вот таким вот образом вы знаете, что если у нас был импульс, после импульса коррекции, то нам не хватает как минимум еще одной волны. Вот вам, собственно, эта волна. Можете попробовать отработать снижение, вероятное снижение таким образом, если у вас чешутся ручки. Мои ручки ни разу не чешутся, поэтому я буду отрабатывать исключительно покупку. Если же цена улетит вниз, я посижу, подожду, я никуда не тороплюсь, пока цена обновит минимальные значения. Я еще посмотрю, может быть, наверху появится еще больше скопление опционных контрактов кол. Тут и так 5 миллиардов, а может быть еще на пару миллиардов профессионалы добавят опционных контрактов. И уже тогда буду покупать, спокойно покупать, даже несколько позиций буду выставлять на покупку. Вот таким образом предлагаю отработать данный торговый инструмент. И давайте с вами, кстати, обратим внимание на толпу по золоту. Сразу говорю, что это не высоколиквидный торговый инструмент у брокера Оанда, но посмотрите, пожалуйста, 38,49% это у нас 87% покупателей. И самое главное, посмотрите, это прибыль покупателей, а это минимальное количество стоп-лоссов. Обратите внимание, что стоп-лоссов покупателей 19% при такой огромной прибыли, по текущим открытым позициям стоп-лоссов всего лишь 19%. Обратите внимание, что у продавцов прибыль 2%, не 49, а 2%. И стоп-лоссов у них 10% от общего количества отложенных ордеров. То есть, представьте, у продавцов прибыль меньше почти в 25 раз. Давайте в 24,5 раза. А стоп-лоссов меньше в 2 раза. О чем это говорит? О том, что вот эти покупатели очень жадные, очень жадные. И какой смысл рынку сейчас по золоту расти дальше, чтобы покупателям отдавать прибыль? Не, лучше вот этих жадных, которые вот здесь сидят, лучше их наказать. Я думаю, что так и будет. И эти все жадные покупатели будут наказаны, потому что стоп-лоссы
надо выставлять. А если у вас не выставлены стоп-лоссы, будете потом плакать горькими слезами. Вот такая логика, друзья. Ну что ж, поехали дальше. И у нас франк. Бонусом идет франк. И я подозреваю, что по франку мы увидим коррекцию минимум пунктов 180-190, но все-таки я вижу сейчас свежие контракты 46 миллионов долларов и 41 миллион 200 тысяч американских долларов. Это очень свежие контракты, опционные контракты, пут. И что самое главное, наверху профессионалы вообще контракты не покупают. То есть по данному торговому инструменту профессиональные участники рынка не видят рост. Может быть, он и будет на самом деле, но лучшие из лучших в мире на самой крупной бирже в мире не видят этого роста. Ну, кто я такой, чтобы говорить, они там все идиоты, а я тут самый умный сижу? Нет. На самом деле, если они не видят этого роста, я тоже закрою глазки и его видеть не буду. Поэтому данный торговый инструмент предлагаю продавать. И давайте также с вами... уровень, опять же, первый уровень take профита можно выставить на 0,7820. А если цена уже будет активно пробивать и будет идти в импульсе вниз, то тогда уровень, конечно, 0,7640. И если мы обратимся к толпе, то вы увидите очень интересные данные. Посмотрите, пожалуйста, на толпу. 69% и 21%. Это у нас 90% покупателей. И опять же, посмотрите, пожалуйста, в последнее время франк, сейчас я вам покажу, в последнее время франк вырос. Вырос он не сильно тут на 120 пунктов. Обратите внимание, что этот рост на 120 пунктов дал прибыль, очень неплохую прибыль покупателям. Это же 69%, это убыток покупателей. Так вот, опять же, посмотрите, какую прибыль получили покупатели и какие мизерные стоп-лоссы у них выставлены. Опять же, жадные покупатели. Обратите внимание, 3% продавцов имеют в количестве 13% стоп-лоссов, столько же, сколько и покупатели. Только покупатели в данный момент в прибыли, которые находятся, их в 7 раз больше, чем продавцов. А стоп-лоссов 13% от общей суммы отложенных ордеров, столько же, сколько и у продавцов. Поэтому я не вижу смысла сильного роста данного торгового инструмента, потому что сказочно богатыми толпа стать не может. Рынок, вы знаете всегда, рынок очень хочет толпу наоборот обмануть, забрать у толпы все их деньги, чтобы у них сработали маржин-колы, чтобы сработали стоп-лоссы, но деньги у толпы надо забирать. А здесь получается так, что если рынок начнет расти, то убыток покупателей станет их прибылью. А прибыль продавцов всего лишь 3% станет их убытком. Так это ж неравнозначно. 69% станет прибылью толпы, а 3% станет ее убытком. Нет. Лучше в обратную сторону 21% прибыли превратить в убыток и всего лишь 7% убытка превратить в прибыль продавцов. Видите? Таким образом, деньги будут забираться у покупателей. Поэтому, если бы у нас еще здесь покупатели не пожадничали, а выставили бы большое количество стоп-лоссов, то я бы вообще не сомневался бы ни на секунду, что рынок пойдет вниз. Но они жадные, очень жадные, стоп-лоссы не повыставляли. Ну, скорее всего, рынок будет их наказывать. Ну что ж, друзья, надеюсь, сегодняшняя лекция была полезна. Присоединяйтесь к комьюнити Forex Times. Я всему вас научу, что знаю сам. Расскажу много ужастиков про финансовые рынки.
Но на самом деле полезность для вас комьюнити Forex Times несоизмерима со стоимостью подписки. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в личку в Telegram и удивитесь тому, что за столь небольшую сумму вы получите доступ к комьюнити, в котором научитесь огромному количеству всяких очень полезных плюшек, которые вам дадут преимущество над толпой. Вы должны получить преимущество не над рынком, а над толпой и работать как профессионалы. И вместе с профессиональными деньгами, с умными деньгами. Поэтому присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, и все у вас будет хорошо. А с вами был Дэн Стрелков, и всем классного вечера, и пока-пока.